Вскрываются новые факты по делу в Строгино о нападении на бизнес-вумен, у которой супруг работал в Иране. Новые задержаны курьеры. Тем временем ракеты прилетают в Димон и Араду. Это Ближний Восток, конфликт. Вымогательство в IT-каналах, конфликт в диаспоре ФРГ. Диаспора перессорилась, много горячих тем в высылке. Выходцев из России люди переживают, давайте разберем подробнее. В Подмосковье задержали еще двух предполагаемых соучастников резонансного разбойного нападения на квартиру бизнес-вумен на Строгинском бульваре в Москве, в ходе которого погибла хозяйка. По данным следствия на данный момент это 19-летний и 20-летний жители Подмосковья, которые выполняли роль курьеров и забрали часть имущества из квартиры, передав его другим участникам схемы, действовавшим по указаниям телефонных мошенников. Это, к сожалению, очень распространенная методика со стороны силовых структур говорить про мошенников, а дальше на этом забывать. Мошенников надо находить, либо это очень непрофессиональная работа. Что вы такое публикуете? Что вы предполагаете? На самом деле профессиональный следователь имеет целый список версий. И что же за привычка такая, все время нам рассказывать про одну версию? Или у вас больше нет? Или нам придется вспомнить анекдот про то, что у полиции одна извилина, и та от фуражки. И в этой извилины мошенники. Может быть, нет мошенников, может, кто-то прикрывается мошенником. Мне надо напомнить, что когда-то по делу Чикатило в лесополосе поймали человека, который прятал тело. Он не был никаким Чикатило, он был полицейским. И прятали они девушку, которая скончалась в отделе полиции. Можно ведь маскировать под везущееся дело или под важные и резонансные события какое-то отдельное преступление, и преступник-мошенник этим всегда будет пользоваться. Мы это понимаем. Хочется понять, понимает ли это полиция, что мы это понимаем. Но едем дальше. Ранее по этому же делу был арестован 20-летний футболист, которого следствие считает основным исполнителем. Исполнителем, вот это правильный термин. А также 22-летняя москвичка, купившая инструмент для взлома сейфа и собиравшая ценности. В израильском городе Димона, где расположен ядерный объект, тем временем происходят жуткие события. Продолжают происходить после падения иранской баллистической ракеты. Ранены десятки человек, среди них есть дети. Слова поддержки, конечно же, всем. Состояние части пострадавших оценивается как тяжелое. Израильские службы скорой помощи сообщают о резком росте числа раненых. Часть людей получила травмы средней тяжести, остальные легкие. Повреждены жилые дома, продолжается работа экстренных служб. Отдельно уточняется, что по данным за ночь в Димоне и Араде суммарно речь идет уже о более чем 70 пострадавших. Оценки на данный момент еще уточняются. В городе Арад на юге Израиля иранская ракета попала в жилой квартал, в результате чего пострадали несколько десятков человек, в том числе люди в тяжелом и среднем состоянии. Повреждено несколько зданий. Национальная служба скорой помощи Израиля сообщила, что в больнице доставлены более 60 раненых, часть из них дети. Официальной информации о погибших нет на данный момент. Медики продолжают оказывать помощь, выполняют свою работу. В России тем временем силовики задержали администраторов ряда кавказских телеграм-каналов. Это уже не первый случай. Вообще на Кавказе происходят довольно странные вещи. Например, в Дагестане не так давно был случай достаточно резонансный, ужасающий. Тогда были вооруженные нападения, священник погиб. И тогда появился какой-то канал, на котором начали вбрасывать фейки, какие-то свободные версии. И ФСБ со своей стороны обратило внимание на то, что вот этот канал достаточно вольный, исключительно ради денег, вели те же правоохранители, которые вели другой официальный канал. Официальный канал, который публикует официальную информацию, а также они давали какую-то совершенно свободную. Ну, то есть те самые танцы на трагедии, причем людьми, которые облачены в форму. И должны следить, чтобы такого не было. Они сами этим занимались. И это так вот в памяти всплывает. Ну, как говорится, осадок всегда остается. Это печально. И мы продолжаем. Опять же, возвращаемся. Кавказские телеграм-каналы снова звучат. И ведущих подозревают в вымогательстве денег за удаление порочащих публикаций. По версии следствия, они размещали фейковые материалы с фотографиями людей, это что-то новенькое. Ну, то есть, понятно, есть дефейки, есть поддельные фотографии, но затем они требовали не менее 10 тысяч рублей за удаление. Похожие схемы зафиксированы в Дагестане, Ингушетии и Иркутске, кстати говоря. Число возможных потерпевших оценивается примерно в 100 человек. Ущерб может достигать миллионов рублей. Кто-то платит, меня вот это поражает. Сегодня картинки, даже видео, все ставятся под сомнение. Нужно дополнительную всегда информацию. Я вот со своей стороны от себя требую, чтобы были отсылки. Кто сказал, что сказал. Если какой-то схожий след раньше, там, в тех же уголовных делах, каких-то событиях. Ну, так хочется сказать, друзья, хотя бы делитесь со своими родными, знакомыми, близкими, рассказывайте им, что сегодня фотографиям, боже мой, я рассматривал дело Юрия Штунова, там куча была методов подогнать ему, нарисовать жену, чтобы деньги ушли в какую-то сторону, как это потом логически только так могло быть объяснено. И показываешь людям, ну что это 2 секунды, убрать фон, подставить любой
любой другой фон, лицо поменять, это не аргумент. Аргумент сегодня, друзья мои, вот прямо хочу сделать акцент, это логика. У меня по логике были легко сданы экзамены, это был мой конек. Треть курса в университете улетела, а я остался, мне логика как-то удавалась. Так что, ну давайте вместе, я не скажу, что я самый умный, но не теряйтесь, пишите со своей стороны, ваши комментарии сильно помогают, иногда очень интересные. Акцентировки даете. Едем дальше. Сейчас правоохранительные органы проверяют, действовали ли админы согласно и устанавливают... согласованно, извините, и устанавливают всех причастных, возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве. В Германии тем временем на фоне политических изменений и ужесточения миграционного курса усилились страхи среди русскоязычных мигрантов. В диаспоре обсуждают возможные депортации, проверки документов и ночные визиты полиции. Особенно переживают те, кто уехал от призыва в 22-23 годах. В русскоязычных сообществах Германии набирает обороты внутренняя напряженность. Блогер, как пример, Мелани Эш, российская немка, рассказывает о российских комментариях в свой адрес из-за отношений с темнокожим партнером. Доходит до какого-то безумия буквально. Часть диаспоры возмущена, часть оправдывает подобные высказывания, ссылаясь на собственный опыт дискриминации. Ну, то есть вот это болезненные какие-то взгляды на вещи у людей словно остаются после того, как они приехали из вот этой области влияния духовного Хаминеи. Они все продолжают делить людей по цвету кожи, по какому-то культурному наследию и возводить как кто-то правильный, кто-то неправильный, низшие расы, высшие расы. Друзья мои, это болезнь, давайте как-то стараться с ней бороться вместе. На этом фоне сохраняется раскол по отношению к российским властям. Часть старой диаспоры поддерживает курс Москвы, тогда как новая волна иммигрантов и молодежи чаще придерживаются антивоенных взглядов, они не хотят умирать, а те, кто постарше, уверены, что не сдохнут. Их можно понять, они такие отзывчивые. Проходят акции и пикеты, параллельно растет число людей, которые задумываются об отъезде из Германии в другие страны или возвращении. Друзья мои, прежде чем принимать решение, конечно же, 100 раз подумайте. Со своей стороны могу сказать, я сталкивался с интересными вещами, что касается миграции. Я уехал еще в 2019 году, так уже уверенно надолго, и даже вынужден был вернуться, в то время как некоторые, ну, я так могу привести Невзоров, пример, он начал говорить, как он в 22 году уехал из России. Ну, из-за понятно каких событий, он начал так высказываться, кто вот после меня, кто не уехал, те все плохие. У меня все время был вопрос, а те, кто уехал до тебя, их ты к кому относишь? Самое интересное, что когда эти уезжали, ну и имея, конечно же, какую-то поддержку, связи, они все активно сотрудничали с организованной преступностью, ночным губернатором из России, ну, это не бедные люди. Вот любопытно то, что люди, которые, может быть, искали как раз того самого свободного мира, может быть, каких-то толерантных и уважительных отношений. Многие из этих людей возвращались, потому что я следил за ситуацией, и сам был вынужден вернуться, например, не продлевали паспорта. То есть в Россию тянули тех, кто уехал из России. Печально, если их выталкивают еще из других мест. Ну, лучше, вот на мой взгляд, лучше давать людям шанс. То есть, ну, конечно, есть люди, может быть, ленные, которые прячутся за какими-то, ну да, формальными такими способами сесть, чтобы тебя эта страна еще и кормила, да, то есть какой-нибудь беженец и так далее, то есть это может расхолаживать человека, но человек, который чего-то добивается, пытается себя реализовать, на мой взгляд, конечно же, вот за таких людей печально, обидно, потому что, ну, мне кажется, что человек имеет право на шанс самореализации, и это самый главный ключ к пониманию и человечности, наверное, в каком-то смысле. Но, к сожалению, сейчас очень много глашатаев с сомнительным прошлым, репутацией. Также я со своей стороны напомню, что я этому уделяю внимание, рассматриваю отдельными кейсами. И это то, что сейчас очень развито в Латинской Америке. Об этом просто буквально расследования ведутся журналистские. То, что многие блогеры, то есть просто такая волна, когда блогеры прикидываются, что они занимают какую-то сторону, что они за государство или они оппозиционеры. На самом деле они банально работают на мафию, прикидываясь этим. У них очень есть легкий такой способ потом отвести от себя внимание, сказать там, ну, допустим, работает, ну, давайте, Путина, вот многие ругают, да, вот работает на Путина, в Думе работает. Потом уезжает и говорит, Путин во всем виноват. При том, что он вообще не работал, он где-то, да, ходил в этих кругах, но он скорее коррумпировал систему. И главными его хозяевами были как раз-таки организованные преступные группы. И вот такой он очень легко скользит от темы к теме, ну, я же вот просто человек, я же просто блогер, который имеет свою точку зрения. И это я говорю сейчас на концовочку, скорее для затравочки, чтобы вы, если не подписались, подписывайтесь, потому что я уделяю внимание таким вещам и стараюсь расшифровывать блогеров по мелочам, тем самым, в которых дьявол в деталях.
И понимать, когда, ну вот все ругают, например, Трампа, хотя, на мой взгляд, совершенно очевидные удары по организованной преступности. Ну, хотя бы если ты ругаешь за что-то, то есть смысл и оценить какие-то плюсы. Но некоторые просто как будто у них установка. Вот Трамп плохой. А вот плохой он всерьез, всерьез плохой Трамп, он в первую очередь для организованных преступных групп. Я вот, например, побоялся бы его ругать, а просто ожидаю, что вы, не глупые люди, сочтете, что я работаю на какой-нибудь преступной группе. Потому что, ну, помимо того, что да, он яркий, того, что у него какие-то провокационные высказывания, ну, это такими политики должны быть. США его, тем не менее, избрали. Очень большое количество людей, которые отдали за него голоса. Они могут переотдать эти голоса, они могут поставить большой вопрос о том, чтобы его переизбрать. Его вмешательство во внешнюю политику в другие страны – это вечная тема, ну не только его, собственно говоря, в принципе, США. Это отдельная тема, и в ней всегда должен быть баланс. За, против, но когда все блогеры, вот просто вот я наблюдаю, Трамп дурак, он в Иран вторгся, при том, что это совместная операция, скорее поддержка израильского противостояния. Израиль задолго, еще до появления там США, они проявили свое внимание к тому, что нарастает ядерная программа Ирана. Первый удар был, если кто-то подзабыл, со стороны Израиля. Сейчас, скорее, США подключилась, они до этого работали очень всерьез по разгрому организованных преступных групп, промышлявших запрещенными веществами. Две мощнейшие спецоперации были в Латинской Америке. Сейчас Трамп скорее подключился, зашел с фланга в каком-то смысле. Тоже, опять же, да, там Афганистан, давайте не забывать. Иран, это и ядерные программы, это опять те же запрещенные вещества. Но, словно такие два фланговых удара. И причем во втором, в Иране, это совместная операция Израиля и США. Но некоторые почему-то совершенно не видят Израиль. Ну, как-то, видимо, понимают, что если еще и Израиль ругать, то уж слишком откровенно будет выглядеть. А вот Трамп, вот дурак и все. Вот попадались мне такие, по крайней мере, комментарии. Еще раз, может быть какие-то неправильные действия его, но тогда четко и по факту. Вот здесь он сделал неправильно. Вот это, конечно же, хотелось бы видеть. С другой стороны, от некоторых не ждешь это увидеть, если ориентируешься на те самые детали, которые зачастую показывают нам истинные цели и ценности того или иного человека, у которого может быть большая аудитория. И опасность в том, что он может вводить кого-то в заблуждение. Сам он может твориться в любых своих фантазиях, как говорится. Человек имеет на это право. Он имеет право верить во все, что угодно. И вообще есть даже анекдот, если ты разговариваешь с Богом, это вера. Вот если Бог заговорил с тобой, то это уже серьезные проблемы из области шизофрении. Да, то есть вот давайте не будем переходить какие-то грани. Каждый человек имеет право на свое мнение, и он должен его конструктивно поддерживать, приводить факты и доказательства. Весь мой канал — это сплошные попытки привести доказательства и аргументацию под те выводы, которые я время от времени делаю. Поэтому еще раз, да, не забывайте подписаться, ну, либо заходите, заглядывайте по той тематике, которая, наверное, да, где-то, если возникли вопросы, приоткроет завесу тайны, из чего я сделал тот или иной вывод. Берегите себя, самое главное, увидимся в следующих выпусках.